Всем привет-привет, привет, кто присоединяется. Привет-привет, кто присоединяется. Всем привет-привет, кто присоединяется. Так, найти свои шпаргалки и посмотреть, о чем мы будем с вами общаться. А мы будем общаться. Так, вообще новости как бы есть смысл какой-то их обсуждать? Нет, потому что новостей все кто-то в каких-то группах. И, в принципе, по поводу новостей все знают. Но, оказывается, не все знают. И сегодня выгрузила коротенький шорт на YouTube-канале. И пишут: о, а я вот смотрю это видео, и в первый раз вижу какие-то фотографии. Понимаете, не все знают, оказывается, да? Вот. Пишите, кто присоединился. Так, вообще сегодня о чем поговорим, да? Расскажу, привет, здравствуйте. Расскажу о гороскоп ребятам на неделю. Хоть я и выгружала на июнь месяц, но в любом случае я каждую неделю буду выгружать еще дополнительно. Так что следите каждую неделю. Так, сразу хочу сказать, что этот канал, он также посвящен и картам Таро, в принципе, да, я таролог, и я делаю расклады. Вы можете обратиться за личными раскладами, расклады для группы BTS, и периодически их выгружаю, поэтому это прежде всего, да, канал Таро. И, в общем, карты, они, кто-то согласен со мной, кто-то не согласен со мной, да, карты не фанфик, да. Хотя мой канал, здравствуйте, хорошего стрима нам. Хотя хочу сказать, что также канал блогерский, это точно. И я, например, тоже хочу сказать, что я также и блогер, который с уважением и любовью относится к Вигу, Ви и Чунгуку, Тэхёну и Чунгуку. Разбираю их, ну, совместные моменты или каждого из них, поведение, энергию, также с помощью Таро. Пишу фанфики. И где-то в каких-то видео, там короткие шорты, я могу просто какую-то брать ситуацию, приближенно описывать, ну, озвучивать, описывать фанфик, в общем, где чувство, атмосфера и глубина на первом месте. Фанфик. Создаю видео без токсичности, нет никакой токсичности, в отличие от комментариев. С фокусом на вайб, да, на современность, правду души и ту химию, которую мы чувствуем между ними. Здесь без принуждения на этом канале, поэтому все, кому не нравится этот канал, да, кто против Вигу, группе BTS, переходите на другой канал. Сразу скажу, что полным-полно есть каналов, даже на меня подписаны, я просто вижу, кто на меня подписан, да, и есть подписанный чисто канал, там, который выгружают информацию касаемо Тэхёна, есть канал, который четко говорит о Чунгуке, там какие-то видео, так и так далее, в общем, так что идите на те каналы, и будет как бы вам проще, да, вот, потому что я затрону эту тему. Здесь только тонкое, красивое, чувственное и искреннее, чтобы вы понимали. И если ты любишь Вигу, вот Вигу, понимаете, фанфики, атмосферные разборы, что касаемо карт Таро, и не только, то, в общем, вы на этом канале, понимаете, да?
Кому это не нравится, в общем, до свидания. Вот. А, э, Начну с комментариев, да. Вот комментарий, ну, например, пишет: благодарю вас за вашу работу, слежу за вашими работами на всех платформах и всегда с удовольствием. Простите за вопрос, не по теме, как называется колода? Очень понравилось. В смысле не по теме? Это же Таро, по теме. И, например, это видео, где, ну, там не одно видео, Вигуриал, например, а разве Вигу не реал? Ну, Вигу реал. Ви и Тэхён и Чунгук, да. Два же реальных человека. В смысле не реал? В каком смысле не реал? Ви и Чунгук. Это что, нереальные люди? Это что, фанфик, по-вашему? Вот. И много таких видео. Там за последние сутки я выгрузила 3 видео. Такие очень, я считаю, что они очень хорошие, классные расклады. И Таро так вообще, это оракул, и он так хорошо считал вообще вот ситуацию. И прям если посмотреть на картинки, картинки прям даже, карты вышли такие, прям можно по картинке да понять, о чем речь, да, вот. И что касаемо Таро, хочу сказать, так, где-то оракул видения. Девушка спрашивает, что касаемо Таро, какие карты Таро, я вот вам сейчас немножко о них расскажу. Оракул видения – это авторская колода из 52 карт, созданная художником Чиро Маркетти. Естественно, публикуют разные их издания, в общем, да, можете купить, в общем, везде. Вот, она предназначена для интуитивных раскладов, медитаций и самопознания, предлагая уникальный подход к гаданию. И это точно, точно. То есть тут важно знать какие-то значения. Те, например, значения, которые к колоде предлагается книга. Но если почитать книгу, как бы, и то, что рассказываю я, это вообще две разные вещи. Ну, в принципе, что-то сходятся, но как бы это. То есть это из практики, там какие-то вот показания, да, скажем, в картах Таро, что я озвучиваю. Но что касаемо колоды, особенностей ее, карты оформлены в пышной викторианской эстетике. И, в принципе, вот именно этого, все карты этого художника, они также оформлены. Я сейчас прикупила себе еще колоду этого художника Чиро Маркетти. Да. В принципе, он сам продает, можно купить оригиналы. Ну, я, например, через Amazon приобрела, и там, когда в Amazon зайти, там внизу есть ссылочка на автора, и можно купить, в принципе, у него колоду. Ну, она немножко дороже, вот, там есть сравнение, в общем, ну, не намного дороже. И купила себе Ленорман, такие тоже красивые. Ну, Ленорман, там 36 карт в колоде, да, обычно классика. Ну, там тоже немножко побольше. Автор добавил немножко карт. Он считает, что колода не окончена, Ленорман, и, в принципе, еще добавил несколько карт, чтобы раскрыть или более детально просмотреть, что касаемо каких-то вопросов, да, чтобы раскрыть больше какой-то вопрос, да. Вот. И викторианская эстетика с элементами театра, если мы видим в картах карнавал, иллюстрации, насыщенные символикой, включая маски, шестеренки и фантастические сцены. Каждая карта представляет собой сцену с глубоким символизмом, отражающим различные аспекты человеческого опыта, включая выбор, последствия, внутренние конфликты. Сразу скажу, когда купила еще эту колоду, она у меня уже давно, в общем, да, и, например, я не могла долго въехать в эту колоду. То есть, например, вроде бы как бы знаю значение, да, то есть вижу, что, да, значение вот это. Но, например, как-то не могла вот так, знаете, ну, не понимала ее так глубоко. Со временем, конечно, это пришло.
Поэтому, естественно, к колоде нужно проникнуться. Вот. Ну, еще нужен, конечно, нужна практика. Вот. Карты не имеют никаких подписей, надписей, что побуждает пользователя полагаться на собственную интуицию и личные ассоциации при, при чтении, там, например, этих изображений. Да? Колода включает книжечку, как я и сказала, да, с описанием каждой карты. И там есть, например, какие-то рекомендации, да, как построить расклад, какие расклады там предлагают и так далее, в общем. Вот. Вот так. Это колода. Можете, в общем, ее, кто желает, купить. Дальше. Потом, что еще хочу обсудить? Расклад свой хочу обсудить, потому что такой, я считаю, даже мне написали, не один человек, кстати, написал по поводу расклада в личку, что очень впечатлены этим раскладом, а расклад на хайп, идет внутренняя борьба за власть и ресурсы. Это вот сегодня утром этот расклад был выгружен. Да? Расклад мы делали, ну, в принципе, да, мы делали, потому что вопросы вы присылаете. То есть вы как бы своего рода тоже участвуете в процессе раскладов. Вот, расклад делала 30-го, в общем, с утра, и что как бы интересно, я еще не успела их помонтировать, какие-то частично помонтировать. Не, в принципе, я их уже помонтировала и должна была там выгружать. И, в принципе, я их на Бусти выгрузила один за одним, да, там один, потом другой, третий, и так, в принципе, до поздней ночи, в общем. Как бы что интересно, что именно вот то, что я рассказала, Поли Норман, да, о BTS, да, прошлое, настоящее, будущее, в общем, и что касаемо полностью группы, и, в принципе, вот что касаемо известий, да, я там еще сделала, когда монтировала, я сделала пометку, то есть уже это известие прилетело, то есть Джин и Хасок, они выступили, да, они пообщались с армией, сказали, что готовы к празднику, феста начинается, в общем, феста и, в общем, так далее. То есть карты вообще просто считали ситуацию, что на данный момент у них происходит, в общем, четко, да. Вот. И, например, то, что там и по поводу финансового директора вышла такая интересная карта, считаю, тоже прям считала эта карта, а также вот Чунгук, да, и как бы есть много комментариев, которые вы их не видите, но эти комментарии, они, как их назвать-то, они под запретом, то есть они, например, проходят какой-то фильтр и попадают, в общем, в эту корзинку, да, и в этой корзинке висят эти комментарии, и, в общем, очень много комментариев по поводу Чунгука, да, что там акции и так далее, что это вранье, в общем, ну, в таком духе, что касаемо Чунгука. И я хочу сказать, вот да, много было такой информации, много таких видео, например, да, есть, сейчас я вам расскажу. Ну, обсуждают, то ТикТок, там Инстаграм, в общем, Ютуб завален дезинформацией о том, что Тэхён там слил частную информацию Чунгука и Чимина, какую-то там частную, да, много таких, знаете, прикрываются вот этими, этой ситуацией с этими акциями Чунгука и размещают всякие фейковые, в общем, видосики. Украл там акции Чунгука, а также ограбил дом Чимина, в общем, вот, такой Тэхён гангстер, в общем. Ну, еще там кучу по поводу, приплели здесь и Минхиджин, в общем, чуть ли у них там, в общем, там не связь какая-то с Минхиджин, в общем, да, вот, что у Тэхёна куча привилегий в армии, там постоянно, ну, то есть, понимаете, идет тема акций Чунгука, и под эту тему куча там всяких видосиков, которые типа вот у Чунгука украли акции, а видео совершенно там о другом, да, там рассказывают, что это произошло, там то произошло, да, там и я, ну вот я озвучила, там, вот, да, приблизительно о чем там говорили. Вот.
Что хочу сказать, в общем, такая вышла интересная карта, но взлом личных данных Чонгука был. Это, в общем, очень страшная история, и многие писали в социуме, да, там и в Инстаграм, журналисты какие-то там, в общем, ну, прям очень близких таких людей заметок не было, в общем, да. Возможно, может, что-то и было, не знаю, я как бы особо в этой теме там не тусовалась, но хочу сказать, что все как бы говорили о том, что это очень вообще страшно, что он стал жертвой кражи акций, да, хакеры украли акции Хайпе на миллионы долларов, в общем, да. И он проходит службу, а Бихит утверждает, что они действовали незамедлительно, но хакер до сих пор не пойман. Ну вот, например, так. Потом, в принципе, Бихит заявили, как только компания и артист узнали о преступном деянии, мы незамедлительно заблокировали счет и приняли меры для восстановления утраченных активов. Вот. Чонгук подал гражданский иск, требуя вернуть 500 проданных акций. В феврале 2025 года суд в Сеуле вынес решение в пользу Чонгука, подтвердив, что он стал жертвой кражи личных данных, а передача акций не имела законных оснований. Покупатель украденных 500 акций обязан вернуть их владельцу. Однако сам преступник организации махинацию, ну, который это совершил, остается неизвестным, в общем, да. Ну, мы не знаем. Интересно, я даже не знала, что вернули ли ему эти акции или не вернули. Но судя по карте, я думаю, нет, если вышла такая карта, да. И вот нам оракул видений-то помог в этом, понимаете. Он нам рассказал о том, что на самом деле там, в принципе, ну, карта такая вышла, понимаете. Она вот прям четко обрисовала картину с этими акциями, да. Вот так. Кто пришел, там народ присоединяется, напишите что-нибудь. Хочу почитать ваши сообщения. Перерыв. Допью кофе. Перерывчик небольшой. Ой, эти вороны каркают. Ой, это солнце. У меня зонтик, очень широкий зонт. Но все равно солнце как-то под уклоном что-то все равно сюда попадает. По поводу моих последних публикаций, которые я разместила в связи с постом Тэхёна, я хочу сказать, например, что я следила за реакцией, как люди вообще реагируют на это. И хочу сказать, например, что вот просто расскажу одной девушке. Она, например, ну, когда я написала там про овец-то, этих козочек, да, и она, в общем, просто свою версию, да, предлагает, например, добрый вечер, любовь, а она, например, предлагает какую-то версию, да. И заметьте, вот, например, даже сегодняшнее видео, ну просто вот зайду и прочту это. Так, я, правда, не знаю, где это, под каким видео. Ну, попробую вот под каким-то. Не знаю, где это. Где это написано, в общем. Ну, под каким-то видео, в общем, да.
Ну, например, вот коротенький шортик какой-то, ну, какой-то, блин, вообще, коротенький шортик, я пишу прочитай, прям стрелочку так, читай, 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 да. А еще вообще есть видео, там есть, например, если вы смотрите это видео и нажимаете, вверху так 3 точечки есть, да, ну, это у шорта, видео там по-другому, видео под видео, а здесь вверху, там, если мобильный телефон, вот я нажимаю на него, есть описание, там написано продвижение, описание, ну это у меня как бы, ну я думаю так у вас тоже, описание, субтитры там. И вот я нажимаю на описание, у меня как бы тогда еще и под видео там, в общем, написала кучу всего, в общем, где я четко пишу, заметьте, да, я пишу, вот, что сейчас найду, что я пишу. Свет, ой, этот, вот я пишу, да, четко пишу там, да, участники BTS, такие как Намджун и Шуга, также поднимали темы гендерной нейтральности и инклюзии в своих высказываниях и проектах. То есть и мне пишут сообщения, ну просто вот сообщения, да. А, так, ну, короче, я не найду это, может, где оно делось, не знаю. Ну, короче, пишут, что типа, что один, мол, Тэхён об этом говорит, вся группа BTS говорит. Но я же пишу об этом. Я же пишу об этом, понимаете? Я же написала об этом. Понимаете, я говорю, вы читаете вообще то, что пишет. И я помню какое-то видео, тоже коротенький шортик такой был, где тоже там, в общем, комментарии в само видео, там комментарии на английском языке, да, и вот пишут тоже вообще, что попало, пишут, и девушка какая-то пишет, ну, вы прочитайте видео, там четко каждому, каждой фотографии там или каждому кадру есть какое-то пояснение, да, ну, почитайте, в общем, какие проблемы, да, под видео какая-то есть информация, да, в самом видео есть какая-то информация, полным-полно какой-то информации, читайте. И, например, и много таких, ну, как бы комментариев таких, ну, что вы, мол, типа, вот Тэхёна там оскорбляете, вы оскорбляете, вот вы, те, кто пишет комментарий, вы его оскорбляете, да, да, да. Вы, например, их оскорбляете, вот. Почитайте свои комментарии, как вы их оскорбляете. То есть, например, говорится о том, что Тэхён там поддерживает это движение, группа BTS поддерживает это движение, Чонгук, там приводятся какие-то примеры. И этих примеров очень много. А вы начинаете переходить на личности парней. Вы начинаете говорить чисто о Тэхёне, там, ну, например, что «а он не такой, а он такой, а я его буду любить, какой он бы ни был». То есть вы уже как бы дали ему какую-то оценку. Вот вы хотите, чтобы об этом поговорить, да? Я вам хочу сказать, вы сами парней и занимаетесь хейтом, понимаете, да? И сами о них плохо говорите. И не надо мне здесь писать в комментариях, что я там делаю на чем-то акценты. Это мое, чисто мое мнение. Если вам не нравится мое мнение,
то, о чем я говорю, вас никто здесь не держит на канале. Вам нужно лучше готовиться к стриму, вас трудно понять. Так не смотрите, Галина, ну блин, вообще, вот что вы здесь делаете? Вот я хотела сказать. Зачем вы смотрите видео? Вот, например, Таро, да, Таро. Вообще расклады, они нелегкие, их смотреть, да. И если вы привыкли, например, просто чисто к каким-то фразам, которые вас там цепляют, да, и что-то вам сказали, ну, к примеру, да, и вы все это вот поняли для себя, это для вас важно. Таро расклады, они совершенно, ну, как бы описывают какую-то тему. Здесь нужно как бы описать карты, да, карт значения, подвести их к какой-то теме. Это непросто, понимаете, да? И если вы не понимаете расклады, ну, не смотрите их. Идите туда, там, где проще. Я сколько раз об этом говорила, да? Вот просто идите туда, где проще, где нет для вас никаких проблем. Вас тяжело слушать. Ну, не слушайте, понимаете? Вот зачем писать это сообщение, писать о том, что меня там тяжело слушать, или там второй расклад не несет вам никакой информации, что просто одно там балабольство, или одни просто разговоры. Если для вас это вообще не имеет никакого значения, зачем вы здесь? Я вот этого понять не могу, понимаете? И вот, например, я бы сказала, вот вышла бы сейчас и сказала: ой, какие вы милые, какие вы хорошие, спасибо вам, что вы пришли. А я наоборот говорю: уходите. Останьтесь те, кому это интересно, понимаете, да? Вот, например, смотрите, я как бы подхожу ко всем подписчикам так. Есть и люди, реально, которым нравится этот канал. Там, допустим, им интересны расклады смотреть, да, дополнительно какая-то информация идет в сообществе, размещаем какую-то информацию, да. Также есть много дополнительной какой-то от нас, ну, например, телеграм-канал, там, Бусти, где там расклады там побольше выгружаются, каких-то раскладов. Есть телега от Бусти, где обсуждаются эти расклады. То есть все для подписчиков, те, которые со мной, понимаете, да. С ними идет, в общем, очень тесное общение. И это как бы вот такие на первом месте, которые поддерживают, да, и финансово поддерживают. Спасибо всем за поддержку, да, и пишут комментарии, там, просматривают видео и так далее. То есть ведется какая-то работа вот с теми, которые реально, в общем, в этом кругу, понимаете. Есть, которым, ну, они просто в силу каких-то обстоятельств не могут общаться, да, но при этом им также интересно. Но они не принимают активное участие, но смотрят, да. Но здесь можно тоже еще какие-то подкатегории. Ну, а есть люди просто, которые, вот я бы сказала, это прям якорь вам, да. Это, знаете, люди, которые вот зациклились на чем-то. Идет самобичевание такое, да. Вот мне не нравится, а я смотрю. Но мне не нравится, я смотрю и насолю. Это вот о чем говорит, да. Можно подумать, что вы завидуете, допустим, мне, да, что я вот, допустим, так разговариваю, да, там делаю расклады, в общем, да, общаюсь с кем-то, да, здесь какая-то зависть от вас идет. Ну, я вот так вас вижу, да. То есть вам просто не сидится ровно на стуле, да, вам надо как-то напакостить, потому что, да, мне нравится Эля канал, я уже давно смотрю вас, вот, Валентина. А есть люди, которым вообще вот, ну, я бы назвала их, понимаете, вот это больные люди, просто реально больные люди. Я уже сказала, да, это самобичевание такое, да, вот как бы якорь, вот в Ленорман, он, ну, представьте якорь, он тянет человека на дно. Писали, что деньги за акции вернули через суд, пока неизвестно, очень темная история, да-да-да-да. Вот. И вот, понимаете, а есть люди просто, которые вот сидят здесь на канале, и вот она
Там я посмотрю, например, вот эти комментарии, которые отсеиваются там в эту плохую корзинку, да, и вот, например, у нее там куча комментариев этих, и она просто хейтит этого Чунгука там и так далее, и так далее, и так далее. Просто ее такая цель просто захейтить, понимаете, да? Или, например, сами же приходите, да, вот, например, и сами начинают, вот пишут: блогер не обращает внимания на плохие комментарии. Вообще плохие комментарии отсеются, стоит фильтр. Но вы сами друг друга у друг друга вызываете негатив. То есть, например, один сказал, у каждого есть своя правда, и вы начинаете тут свою правду высказываться. Получаются такие скандалы. Вот. Но на самом деле вы не знаете никакой правды. У вас нет никакой правды, да? За что вы ругаетесь, я вообще не пойму. Если у вас нет никакой правды, никто не знает на самом деле, что по факту происходит. У вас нет никакой правды вообще. То, что вам дают, вот вы это обсуждаете. Но у вас нет правды. Вы, вы не можете ничего доказать. И вы просто ругаетесь понапрасну, понимаете, да? И в то время, и вот этими скандалами вы обижаете мемберов. То есть вы реально о них плохо говорите. Даже вот этот взять пост сейчас, который был от меня там по поводу... я начала за девушку, то есть я хотела ее привести в пример. И вот, например, она отстаивает свою позицию, что, например, это просто мультфильм, да, это мультфильм. Ну, мы об этом еще поговорим, я тоже выйду еще. Есть о чем поговорить, я эту тему не закрыла, и я, в принципе, еще поговорю об этом, да. Еще плюс какие-то аргументы приведу в свое описание, в свою версию, да. Но я дала две версии, да. Девушка пишет, что это мультик, да, там мультик. Окей, мультик. Она говорит, что это мультик, да. Вот Элио мультик, в общем. Кто-то именно, Тэхён сказал имя там, ему дали в школе, да, вот, окей, кто-то мультик, да, у кого-то версия, в общем, Элио, там, любимый фильм Тэхёна, в общем. Окей, у каждого своя версия. И когда я пишу, я выгрузила свою информацию, я пишу, делитесь своими мнениями. Окей, и девушка, она говорит, вот мультик. Я говорю, да, может быть такая версия. И она меня, заметьте, она написала под одним там сообществом, под видео одним, другим. Вот, то есть она отставила свою позицию, но она мягкая, она с уважением. Она обратила мое внимание на то, что у нее есть свое мнение, второй раз обратила внимание. Но она без оскорблений. Она не говорила ни обо мне плохо, ни о Тэхёне плохо, ни о Чингуке плохо. Просто она сказала, озвучила свою версию. Понимаете как? Вот я считаю, этот человек, даже по сравнению со мной, например, так как я тоже очень эмоциональна, да, есть у меня такое. Я считаю, что она очень такой человек сдержанный и вежливый. Писали, что Чунгук был с Кариной. А где он был там с этой Кариной-то? Писали. Да писали, знаете, я как посмотрю видео. В Японии был. У вас есть фотографии или те фотографии, которые, вот опять же, я вот только что говорила о акции, где размещали под прикрытием этих акций, что случилось такое у Чингука, и они там размещали вот эту информацию различного рода, так и это. Например, такое видео, да, идет Чунгук там по вокзалу, да, и пишут, Чунгук бросил Тэхёна. Все там, кучу просмотров, Чунгук бросил Тэхёна. Опять же, набор каких-то кадров, набор каких-то... Вам нравится такие видео смотреть, да? Или нравится, допустим, что если Тэхён выгрузил пост, и этот пост разобрать, да, есть мотивы какие-то у него выгрузить. Как, например, сегодня Намджун, да, и я вам бросила в сообщество, я его разобрала и бросила в сообщество, и также написала приписочку такую. Делитесь своим мнением, да, что у вас вызывает эта картинка, да, поработайте мозгами, включите логику, сходите в интернет, если вам это интересно. А что вам интересно, да? Я там где-то написала, у кого длиннее или у кого больше, понимаете, да?
Вот, вам совершенно, вы хоть и пишете, вот мы за группу ПТС, и так далее, и так далее. На самом деле вас не это интересует. Не был в Японии, не слушайте никого. Вот, в общем, понимаете, каждый, в общем, во что гораст. То есть куча, сейчас очень много различных видео. Если сходить там в ТикТок, в Инстаграм, там, YouTube, в общем, все, что хочешь, понимаете? И поэтому народ там посмотрела что-то, там посмотрела что-то, там. Один говорит, он был в Пусане, один говорит, он был в Японии, второй говорит, что это вообще не Чонгук, а там переодетый кто-то, там еще чего-то, еще чего-то. В общем, то чемоданы, в общем, Чонгук несет. Сравнили уже чемоданы, один больше, один меньше. Там. Вы думаете, я не в курсе? Я все знаю. Вот, полным-полно всякого вообще дерьма. Но мы разобрали Чонгука вот именно его в аэропорту, когда он сидел там с телефоном, да, и шел. Я тоже это разбирала. Вот. А то, что, например, где-то он идет по вокзалу, и, например, все, он там бросил Тэхёна, он там куда-то направился, бросил Тэхён. Почему тут бросил Тэхёна, если он идет по вокзалу? Ну, в общем, нравится такие видео смотреть, смотрите. Мне параллельно, но смысл это здесь обсуждать, в общем, да. Что Чонгук сказал, что он был там с кем-то где-то в Японии, да, с Эспо, еще там чего-то, да, то с Кариной, то и с кем он только не бывает там, да. Так вот, я хочу сказать вот по поводу, вернемся к этим акциям, и, например, вот сама картинка Второ, она вообще здесь особое значение не нужно. То есть, когда задаешь вопрос, что с акциями Чонгука, да, действительно ли их украли, там какая ситуация, и вышла эта карта. И на карте четко нарисовано прям, да, много, такой объемный рисунок, по которому просто посмотри на этот рисунок, и к тебе придет ответ, да. Взрослый портрет, маленький, то есть задеты реально его какие-то глубинные чувства такие, да, вот. Речь идет о документах, бумагах, да, что-то связано с прошлым, потому что идет женщина в настоящем документы вокруг нее, и идет какой-то портретик прошлого, понимаете, да. О наследии каком-то идет, да, связано с чем-то семейным, то есть эти акции, понятно, это его наследие. Вот. Много также там медальон, ценность, да, бумаги, вот особый акцент, мы же говорим о бумагах. Ну, например, я хочу сказать, смотрите, и проглядывалась ли какая-то связь между самим Чонгуком и Таро? Конечно, да. Вот. Его наследие – это акции, да, вот, это фамильное имущество. Он же как бы для себя, вот, с ребенка, ну, как бы ребенком был, зарабатывал, и желание оставить своему потомству, вот, а не кому-то подарить, отдать, понимаете. И, например, здесь может быть идти восстановление справедливости, вот. Но, естественно, через какие-то потери, травмы, вот. Карта подтверждает, что карта прям четко вышла, и она говорит об утраченном чувстве контроля, вот. А еще как бы тоска присутствует по справедливости. И, возможно, карта и говорит о том, что если вы пишете, что деньги вернули, да, то, в принципе, все равно тоска, возможно, вот это чувство не покидает, да, кто это сделал, и наказать бы этого человека, да. Вот, потому что, ну, именно за справедливость. Ну, в этом ключе. Понимаете, как карта глубинна вообще? Поэтому я вам говорю, если вы смотрите расклады, смотрите их, ну, как бы, если ты пришел смотреть расклад, да, и вот, например, прежде чем даже посмотреть расклад, можно зайти в описание и почитать, о чем расклад, да. Если, как бы, он тебе откликнулся, если, чтобы, как бы, ну, если не понимаешь, не можешь вникнуть так как я читаю эти карты, я специально стала писать вот это описание. Можешь почитать описание. И если тебе как бы это откликнулось, посмотри этот расклад, да. Вот как девушка одна там пишет под этим, под видео, она говорит,
Я прочитала описание, потом я посмотрела видео, потом еще раз прочитала описание, потом еще раз посмотрела видео. И я поражена, как вы четко, вот тонко это проанализировали, там ваши анализы супер. Ну, вы понимаете, вот как человек к этому подошел. То есть она посмотрела там несколько раз, вникнула в тему, посмотрела карты и так далее. И до ее сознания дошло, в общем, да, о чем речь, в общем, да, и как карты выходят. И поэтому, когда карты, вот я там по акции делала двум девушкам, и я в прошлом стриме я рассказывала об этих раскладах, и я говорила, ну, девушка написала, там, она в группе написала заметку, спасибо ей, благодарность, и как бы сказала, что учитывая то, что карты сказали обо мне, и человек меня не знает совершенно, да, не зная вопроса, не зная ничего, то, в принципе, я теперь даже вообще не сомневаюсь в Вегу. То есть, и учитывая как бы то, что она написала, можно было бы сказать, у нее какие-то были сомнения, понимаете, да? То есть, если вот Таро четко выходит, ну, например, как Уми, да, вышла карта, видите как, я говорю, Уми, что она собой представляет? И вышла на нее такая карта, понимаете, да? Как вы можете говорить, например, если я потом достаю карты и говорю о каких-то, каком-то общении между парнями, как вы можете говорить, что у меня сомнения и этого нет? Ну, к примеру, да, то есть если тот, кто хорошо смотрит расклады и вникает в суть дела, да, то, в принципе, у него как бы даже не вызывает никаких сомнений и трактовка в что-то будущее. Опять же хочу сказать, что касаемо будущего, здесь оно может не проигрываться 100% в силу того, что оно может что-то меняться, потому что в силу каких-то внутренних или внешних обстоятельств, ну, сами люди, ну, что-то меняют, да. Но в принципе, если, вот я, например, я вижу, да, происходит, если в будущее происходит что-то, да, вот предсказания какие-то сбываются, да, которые я там даю на будущее, я просто думаю, во, блин, вот это, да, я прям четко вижу, что это об этом. Ну, возможно, это не каждому дано, но, в принципе, немногие пишут и говорят о том, да, это точно, вот так проигралось, вот они там пишут и так далее. Спасибо, да, тем, кто пишет. Вот. Вот так. А теперь, в общем, у нас гороскопы, и мы будем заканчивать, потому что мы с вами уже сидим тут 40 минут. Так, где у меня они тут гороскопы? В общем, ну, я там в телегу, и я буду там что-то в телегу бросать. Ну, я их там буду еще корректировать по дню, я смотреть там еще, возможно, ну, как бы, ну, анализирую, там, смотрю, и что-то в телегу еще там буду подбрасывать. Или в сообщество, да. И, ну, сейчас, как бы, в общем, да, вот если мы возьмем 2 июня сегодня, ну, просто уже 3 июня у них там, да, но в любом случае я на 2, на 3 в телегу бросала. Луна в секстиле с Юпитером, тригон, это у нас Чунгук. Так, Луна в секстиле с Юпитером, тригон с Венерой, это прям его день, вот сегодня его день. Почему отношение к компании, почему именно он? Такой парень, за что враги эта компания? Не знаю, может быть, у него был какой-то доступ, понимаете, да? Я думаю, скорее всего, так. Здесь не чисто, что его выбрали жертвой, а может легче было там считать его, там, может быть, пароль взломать или еще чего-то. Я думаю, так. То есть выбрали, например, попробовали, возможно, кого-то. И вот именно он, может быть, более доступны были данные для кого-то. Я думаю, так, возможно. Вот. Даже в казарме он сейчас чувствует подъем, что-то внутри него будто говорит, ты не просто солдат, ты Чунгук, ты можешь больше. Возможно, сегодня у него был короткий, но важный разговор, может, даже о будущем. И Венера в 8 доме дает намек на неожиданный теплый денежный бонус или письмо, от которого сердце ёкнуло. Конечно, мы не знаем все стопроцентно, что у них происходит, но что-то проливается, да. Я даже смотрю вот астрологические какие-то прогнозы, вот если, скажем,
прошлой, да, там я вот выгружала, и я начала их выгружать, там начала выгружать каждую неделю. Если я смотрю там с 7 по 14, там 14 по 21, я смотрю, они многие проигрались, да, в чем-то. Вот, 3 июня, вторник, квадрат Луны к Солнцу и Меркурию. В голове у него, скорее всего, каша, будто идешь по туману. Может, сегодня он чувствует себя важно, но я не могу все удержать. Вот, такие дни для тишины он, возможно, отдалиться даже от товарищей, просто чтобы разобраться. Ощущение, что ему сейчас особенно важна внутренняя уверенность, если вдруг он вспомнил нас, это как якорь. И вот я с якорем у меня такой нарисован. И я вспомнила сейчас, когда его там Галина, есть стагнация, да, якорь. И я хотела сказать о том, да, вот реально те люди, которые здесь на канале, которые вот просто не могут уйти с канала и хейтят ребят и пишут гадости какие-то в мою сторону и так далее. Вы просто не занимайтесь этой стагнацией, а просто уйдите с канала, понимаете, да? Найдите себе то место, где вам будет по душе. Вот. 4 июня, среда, жесткий аспект Луны с Юпитером и Меркурием. Это может быть день, когда его заставляют сомневаться, может кто-то сверху придирался, или был момент, когда он почти сорвался. Но он сдержался. Это про внутреннюю дисциплину, которую он растит каждый день, и, возможно, вечером в тишине он вспомнил кого-то особенного, и это стало спасением. 5 июня, четверг, секстиль Меркурия с Марсом, плюс Венера в гармонии с Юпитером. Может быть, кто-то сказал ему важную фразу, или он что-то понял. Тайное стало явным. Марс тут дает силы не просто молчать, а принимать. Венера и Юпитер могут дать удивительный внутренний поворот, как будто вдруг стало ясно, куда он хочет идти, даже если еще 250 дней службы, но они уже приходят. Блин, ребята, девочки, я как подумаю, я помню себя, когда они уходили в армию. Тогда вот вы там были админ, там Оля, и, и мы там еще обсуждали это. Что делать? В общем, что мы будем делать 1,5 года, да? И понимаете, как это быстро все прошло? Вообще, просто даже незаметно. Понимаете, о чем? Все, они приходят. Кто-то уже у блогеров кипиш. Как мы будем справляться? Мне срочно нужно там кучу администраторов. И они будут тут... И я, например, сказала вчера или позавчера, там, допустим, да, ну, общаюсь же с друзьями. И я, например, сказала, ой, блин, вообще представь, их 7. Один там что-то пишет, второй пишет, третий пишет. И надо что-то уловить такое, ну, важное такое, понимаете, и быстро это передать, да, потому что есть те люди, которые постоянно со мной, и, в принципе, им нужно это передать, да. 6 июня, пятница, Венера переходит в Тельца. Это романтика, красота, дом. Он мог смотреть в окно, вспоминая что-то теплое. Его мысли могли быть не о казарме, а о песнях, о танце, о любви. Даже если рядом только железо и бетон, в душе у него расцветает весна. Венера в Тельце – это про то, что он ценит. Может, он услышал новость или просто почувствовал. Я все еще чувствую, все еще живой. Это 6 числа. 7 июня, суббота, оппозиция Луны с Венерой. Очень хрупкий день. Может быть, он вспомнил кого-то, по кому скучает, или что-то пошло не так в общении с близкими. Сегодня его сердце может говорить, я не знаю, услышат ли меня. Если в этот день ты вдруг подумаешь о нем, знай, это важно, ты могла стать его поддержкой даже на расстоянии. Вот. 8 июня, воскресенье, соединение Меркурия и Юпитера. Это день больших мыслей. Я вам сказала, что это как бы такой обобщенный. Ну так, в общем. А в телегу, конечно, я буду там ближе ближе пересматривать, что может проигрываться, что касаемо они и социум. Поэтому, кто не подписался в телегу, подписывайтесь, да, буду бросать туда. Ну, я, может, и в сообщество на YouTube, но, скорее всего, в телегу. 8 июня, воскресенье, соединение Меркурия и Юпитера. Это прям птички, да, вот взять Ленорман или совы, ну, только в положительном аспекте, да. Это день больших мыслей, больших планов, больших мечт каких-то, да, ну, вот, больших мечтаний. Он мог взять ручку и бумагу, возьмет ручку и бумагу, напишет
что-то сотрет или просто задумается, а что, если после армии я сделаю что-то свое, а что, если я изменился. Этот день будто раздвигает границы, его ум летает, его сердце строит, его душа ищет. Понятно? А также он мечтает о возвращении. Это прям точно. Вот. Звезды, конечно, не говорят напрямую. Ну, мы знаем, что что-то как бы проигрывается, даже касаемо астрологии, мы это видим, да, вот если посмотреть там предыдущие мои как бы астрологические данные, которые я даю, да, там на ребят, они реально там что-то проигрывается. Просто хочу сказать, если вы чувствуете, ну, например, сердцем, чувствуете их, да, вы должны понимать, что они не перестали быть там Чунгук, Тэхён, вот, они просто стали тише в связи с тем, что как бы такая ситуация, армия, да, вот, но настоящее вынашивается в молчании, чтобы вы понимали, они еще нам скажут, в общем, да, или скажут что, или говорят сейчас, мы рядом, даже если молчим, понимаете, и он знает, что мы знаем. И мы знаем, что он знает, да. Тэхёну, ну, как бы назовем неделю отражения его пути, тихий свет внутри. 2 июня, это сегодня, неделя для Козерога открывается мягкой, но мощной вибрацией. Луна в секстиле с Юпитером приносит чувство, будто все, что он делает сейчас большого правильного пути. Это не вспышка славы, не громкие аплодисменты. Я где-то видела такую заметку, что касаемо Тэхёна, да, что, например, у него просто там грандиозные какие-то просмотры, что там, допустим, на канале, на армейском канале, где размещается там, например, комментарии или лайки там фанатов и так далее, что у него просто за всю историю этого сайта у него прям число посещаемых, да, там, скажем, да, или тех, кто оставляет позитивное что-то, да, превышает, в общем, несколько раз там вообще какие-то отзывы. Ну и так, своими словами, в общем, вот. Это не вспышка славы, не громкие аплодисменты, это внутренняя опора. Тригон Луны с Венерой добавляет тепла в дом души. Даже на службе Тэхён ощущает привязанность, чувство стабильности, возможно, неосознанно вспоминает близких, любимых. Сцену он тихо сосредоточен, эмоционально собран. Вторник. Напряжение в аспектах, квадратура Луны с Солнцем и Меркурием. День, когда многое внутри может идти в разнобой. Что говорит разум, не совпадает с ощущением. Возможно, усталость от обязательств и даже краткая замкнутость. Но Тэхён умеет двигаться в тишине, скажем, Козерог же, да, он не паникует, он анализирует. Это день, когда он будто идет на автопилоте, но четко знает куда. 4 июня среда, квадрат Луны к Меркурию, Юпитеру может отражаться в его окружении. Непонимание, перегруз по задачам, желание отстраниться. В этот день Тэхён может погрузиться внутрь, закрыться в молчании, но именно в такие моменты он находит ответы. Вечер способен принести успокоение, особенно если он даст себе право быть уязвимым. 5 июня четверг, настроение стабилизируется, секстиль Меркурия с Марсом придает уверенность, он собран, настроен, у него ясная цель. Секстиль Венеры с Юпитером приносит шанс на приятное совпадение, доброе слово от командира, интересная новость или просто ощущение «я нужен». Это день, когда Тэхён внутренне расправляет плечи, он может вспомнить, каково быть любимым миллионами, 5 июня. И пусть это чувство негромкое, оно его греет. 6 июня Венера переходит в знак Тельца, и этот момент, когда в душе появляется мягкость. Возможно, он думает о доме, семье, музыке, его «я» просыпается даже в самых простых вещах. Пейзаж, момент тишины, запах травы. 6 июня, заметьте, этот день не требует от него действий, он просто живет внимательно по-настоящему. Это уже прекрасно, что-то прекрасное. Суббота, 7 июня, оппозиция Луны с Венерой. Вот, здесь как бы внутренняя чувствительность всколыхнется, в общем. Козерог редко показывает эмоции открыто, но они живут в нем глубоко. Возможно, легкая ностальгия, тоска по тем, кто рядом, кого рядом нет, но в этом есть и свет. Он помнит, что он связан
Даже молча, даже издалека. Главное не пытаться контролировать все, быть уже достаточно. 8 июня, воскресенье, соединение Меркурия с Юпитером и его переход в Близнецы, как вспышка ментального света. Это день идей, планов, больших образов, даже в режиме службы. Он может почувствовать, я знаю, что хочу делать дальше, это внутренний шаг вперед, день, когда будущее кажется не таким далеким, и он не просто его ждет, он его создает. В течение этой недели Тэхён будто тише обычного. Вот, ну, не совсем. Вот, следите, я буду что-то выгружать там. Но планеты говорят, внутри него движется целый мир. Он внимателен, он в фокусе, он чувствует глубже, чем показывает, и, возможно, его сила сейчас молчание. А мы слушаем это молчание и бережем его свет. Я в среду где-то выйду, и мы еще поговорим. 2 сентября Чонгук получил главный подарок, в общаге появился Т. Вот, 2 сентября. Так, о чем вы, наверное, там между собой общаетесь, да, я не видела. Вот, ну, немножко скажу о ребятах, о пересечении. В общем, там в телеге, которая от Бусти, я там более подробно вам все сделала, да. Здесь скажу, что Чонгук, Тэхён, пересечение и всплески, можно сказать так, да. Вот, ну, в общем, если мы возьмем Венеру, это как бы планета все-таки общение у нас, да. Венера такая, знаете, планета обаяния, чувственности. И Венера, тригоны и секстили к их натальным точкам, если посмотреть, я туда более очень подробно вам дала в телегу, которая от Бусти, да. Надеюсь, вы все там прочитали, но я видела, там пальчики поставили, да, там и написали, да, там что-то написали, в общем, кто-то, спасибо вам огромное. Вот, даже если они не в кадре, вот, Меркурий и Юпитер, особенно акцент на 8 июня, в общем, да, соединение в Близнецах, идеальный день для вспышек интереса, что-то, ну, например, если касаемо сети, ну, тут несколько дат таких на этой неделе, ну, и я сразу же, в общем, когда это все делала, у меня, так, где расписание мемберов, да, что у них будет в эти дни? Потом, как бы, ну, я там собираю, да, у меня есть отдельная группа, где я там собираю какую-то информацию. Я туда слетала быстро, нашла этот график, вот, потом написала Рома, что я тоже выгружала там группу на канал этот график. И сразу там нашла, в общем, этот график и посмотреть, что у них там будет, да, у мемберов. И там, по-моему, 8 число какие-то закадры будут чего-то, да. Вот. Кто-то написал там в этом, где-то в комментариях, что типа, как печально, что только феста будет о Хасоке и Джинни. Нет, неправда, там и будет также все мальчики, в общем, так что смотрите. Вот, так вот, Луна и Венера, вот 7 июня, это прям реально будут затронуты эмоционально их затронет, и что-то фанаты, ну, например, увидят где-то что-то между строк. Ностальгию, трепет, тревожность, в общем, да. Я сказала, что несколько дат там каких-то. 6-8 июля идеальные даты для неожиданного эффекта. Неожиданный эффект. Это, ну, опять же, какие-то фотки там, фото с архива, упоминания в фан-кругах, чей-то пост в поддержку. Или, например, там Тэхёнчик там будет лайкать, например, репостить, например, или там это, обращать внимание, например, именно на каналы вигуковские и ну, на каналы Тыкук, Вигу, в общем, да. Поговорим еще об этом. Вот.
И если бы что-то личное вдруг всплыло, оно могло бы найти сильный отклик именно в эти дни, да. Если бы что-то личное вдруг всплыло, ну, всплывет. Вот. Так, аспект Меркурий, Юпитер, Венера в Тельце такое очень сильное, да, вот сильный аспект, буквально вытаскивает чувства наружу, в общем, да, вот так. Это вот, например, что я вам скажу, эта неделя может казаться для кого-то обычной неделей, для кого-то обычной неделей, но, как я и говорю, нужно смотреть между строк, да, где-то там. Даже если Чингук, Тэхион там на службе, неважно, где они там на службе, не на службе, возможно, они там 6-го, как раз 7-го, 8-го будут дома, выходные, может, и может на службе, вот, то, в принципе, космос, звезды делают их еще ближе к сердцу, чем кажется, вот. Светлые флюиды сквозь экраны чувствует каждый, кто по-настоящему связан с ними. Вот на этом я закончу, в общем, да. Ну, достану им карту, в общем, на 2, и все, и финиш. Час мы с вами тут болтаем, в общем, да. Вот. Так. Обычная, ну, для кого-то неделя обычная, для кого-то необычная, чтобы вы знали, да. Вот для Тэхиона Чингука просто совместную карту на их общение, да, какая неделя для них это будет, вот, со 2 по 8. Карта умеренность, да, вот такая умеренность карта. Карта магнетизм, соблазнение, наслаждение, это у меня вот сердечки, видели, там сердечки, вот. О чем эта карта? Ну, вообще, здесь карта, ну, большая страсть, в общем, на карте написано, да. Ну, как страсть? Страсть, например, в общении. Ну, например, ну, как страстное общение, да? Ну, общаются, например, на таких сильных эмоциях, да. Ну, например, что-то взахлеб рассказывают друг друга, да, или там хвалят друг друга, делают комплименты друг другу. Неважно в чем, вы понимаете, неважно в чем, да. Вот. Огромное притяжение, влечение, в общем, да. Здесь, например, четко идет, ну, например, на карте написана зависимость от человека в отношениях, да. Вот, ну, можно сказать, здесь не зависимость, например, а может сильное быть притяжение, да, вот. Вот так. Ну вот. И как раз карта может говорить, что сильная тяга именно к общению, да, вот эта карта вышла. Вот. А так, ну, например, как зависимость. Ну, можно сказать, вот, ну, не могут друг без друга, чтобы не пообщаться, скажем, на этой неделе, да. Здесь вот 5 пентаклей внизу была, да. Эта карта, ну, например, может об внесении там каких-то корректировок в что-то. Возможно, вот они как раз страстно обсуждают, что касаемо, например, вот дальнейших каких-то событий, будущего, да, ну, можно так сказать. Потому что в этой карте есть надежда на завтрашний день какой-то. Ну, вот я в тему, да, возможно, они там общаются, вот именно страстно обсуждают какие-то, в общем, предстоящие события, которые у них произойдут, да. 5 пентаклей – это карта завтрашнего дня, в общем, да. Это не только надеяться, там, например, да, на что-то там, на будущее, а также, например, вот эта надежда, она подкрепляется тем, что здесь и сейчас у человека, да. По 5 пентаклей, ну, это есть какой-то определенный багаж, например, да, и если потребуется, готовы взять этот багаж, да, и привнести, ну, я как бы говорю о том, что вот эта надежда на будущее, она подкрепляется сегодняшним, здесь и сейчас. Ну, вот как бы так вот. Вот. Это карта
с одной стороны, она может говорить, что тяжеловато сейчас в данный момент справиться с чем-то, что касаемо чего-то важного в жизни, да, что касаемо насущного чего-то, да, ну, будущее, вот, в общем. А, ну, например, скажем, есть какое-то реальное положение, ну, например, служат они, и в будущем исправить это, выйти со службы. Ну, что вот, просто сказать, да. А здесь четверка кубков вышла. Это может говорить, вот четверка кубков это ну, как бы карта ожидания, да. Вот. А еще такая карта огромнейшего шанса. И, например, я всегда на эту карту говорю, да, эта карта связана с чем-то судьбоносным, и я всегда говорю, что она, вот по этой карте, как правило, энергетика, она, ну, как бы что-то дается свыше человеку, вот по четверке кубков. Это из практики, да, вот сейчас так проигрывается карта. То есть, например, какая-то ситуация бывает, если зависшая, да, в чем бы ни было. Это не касается, по этой карте, несмотря на то, что чаши, это карта чувств, да, она связана с чувствами, с эмоциями, с общением, но по ней очень много происходит чего-то материального, да, и такого роскошного, богатого там и так далее. И я вот хочу сказать, что эта карта, она всегда какого-то нового смысла в жизни человека. Вот, например, даже если что-то там, ну вот, как бы не идет так, как надо, то всегда какой-то шанс вот появляется в чем-либо, да, и как бы дальше идет какое-то продвижение. Понимаете, какие карты вышли, да? Вот. Четверка кубков, пятерка пентаклей и карта умеренность вышла. Но я думаю, это не умеренность, это дьявол в этой колоде, да? Вот, 15. Это дьявол вышла карта. Дьявол, пятерка пентаклей, дьявол, карта искушений и соблазнений. И вот если на эту неделю, то есть, ну, например, если привязать, то, к примеру, вот эти могут быть флюиды, да, вот, которые мы почувствуем через экран, да, что что-то происходит, что-то происходит. Нужно обращать, конечно, внимание на какие-то детали, что касаемо вот их взаимоотношений. Да, очень много ребята чего-то дают, и нужно обращать на это внимание. Вот. И я сегодня вам это пыталась доказать коротенькими шортиками, которые выгрузила там парочку, да, таких, что, например, что касаемо даже вот Гавайев, отдыха Тэхиона на Гавайях. Спасибо, приятно было послушать, Тамара. Спасибо. И что касаемо, если мы возьмем Гавайи, вот эти, да, там Тэхион был с родителями, но очень много писали, что Чингук там был в это время, да. Ну, много там чего-то рассказывало такое, я помню. Вот, но даже мы там это разбирали, есть какие-то, ну, там, занимались поиском каких-то доказательств, что-то и так далее, и так далее. Прорабатывали. Это спорный вопрос, что там Чингука был, не был. Но, в принципе, в том видео коротеньком, там я четко показываю, допустим, их общение через социум, да, вот, там, лайв Чингука, да, пост от Тэхиона, это они разговаривали музыкой, вот, потом выгрузили какие-то посты наводящие, вот, то есть, в принципе, я вам намекаю, да, намекаю на что-то. Мы берем что-то прошлое, например, да, и я как бы под видео оставила описание, что касаемо Гавайи, да. Мы уже 10 раз это обсуждали, и сотни, и обсуждаем это постоянно, и мы говорим о том, что если бы не Тэхион бы не выгрузил, вот что касаемо этого Гавайев, да, никто бы не знал и до сих пор, что у них, что они были вдвоем, что отдыхали вдвоем, да, неважно, они там, возможно, у них какие-то рабочие моменты были, что-то они снимали там для семейного архива, фотобук Тэхиона, но самое главное, они были вдвоем, да, и они постоянно вдвоем. Просто как бы это нужно видеть, вот. А если еще раз вы это не видите, вы это не чувствуете, и вам важно только... Ну, например, я просто знаю очень много блогеров, есть, они четко рассказывают новости какие-то, да. Есть чисто каналы, просто про Тэхиона говорят. Если, ну, если вас задевает то, что, например, здесь говорят о Тэхионе и Чингуке как их, о их связующем, да,
и так далее. Ну, идите на те, где они там порознь, ну, к примеру. Много чего, допустим, можно посмотреть на самом деле, да. Есть блогеры, которые чисто новости каждый день выходят. Есть такие, я знаю, там, например, девочки, которые просто каждый день там она выходит. Я могу, если хотите, в телегу бросить, она так хорошо все рассказывает, да. Ну, я, правда, такое очень редко смотрю, мне некогда, вообще некогда. Но бывает что-то, например, могу когда-то посмотреть, да. И, например, есть очень много таких людей, которые вещают, какие-то новости рассказывают и так далее, в общем, да. Не обязательно сидеть на этом канале, где здесь таро, в общем, есть фанфики, да, как мне пишут там, это что, фанфик или реальность, да? Да как, в общем, как пойдет, да. Если вы, например, это для вас фанфик, окей, фанфик. Если вы как бы прочувствовались и думаете, как бы визуально, и то, что я дала, и вы прочувствовались, и говорите, да, так и было, окей, так и было, в общем, да. Я же никому не навязываю, да. Я же в начале вот этого стрима я сказала, в общем, да. О чем канал, понимаете? Таро, блогер, Валентина, там что-то куча смайликов, блогер, в общем, да, таро, фанфики, развлекательный канал, да. В начале еще, когда говорила, так и говорю до сих пор. Я тот, кто я есть, и мы по-прежнему с Чунгуком вместе. Спасибо, я Эли вам. Вот. Ну, как бы он так написал, я тот, кто я есть. Он же так не написал, по-моему, да? Это как бы читает каждый между строк. Я же еще раз скажу, да, каждый читает, в общем, каждый смотрит на ситуацию по-своему. На пост Тахиона можно посмотреть с разных сторон, да. Как вот, например, пост сегодня Намджуна. Но это не говорит о том, что вы должны говорить о них плохо. Не надо говорить о них плохо. И то, что, например, вы там утверждаете, ну, например, да, там какие-то утверждения, да, пишите в комментариях. Это ваши утверждения. Это не мои утверждения, и не утверждения тех, кто прочитает комментарии. Это ваше утверждение, понимаете, да? Когда вы пишете там, а вообще что-то плохо писать о них. Как же вы смотрите тогда этот контент, если вы их ненавидите, понимаете? Зачем вы это смотрите? Стагнация, якорь, все. Вот, обрубить канат. Ладно, все. Спасибо за поддержку, спасибо, что пришли. Вот, я вас люблю. Вот сейчас так хорошо что-то, да? То прям, то солнце как-то светит, то темно. Так, сейчас вроде бы как бы нормально. Всех люблю и всем пока. Выключаюсь.